Сколько ни покупай котам игрушки, но ничего нет интереснее какой-то коробки, ленточки и задрипанной бумажки. Ничего лучше в этом мире нет. Всем привет! Сегодня у меня такое вот необычное видео для моего канала. Я вам буду показывать флакончики. Напишите, нравится вам или нет такой формат. Может быть, буду повторять. Флаконы сегодня это те, которые покидают мою коллекцию, но есть исключения, ароматы, с которыми я не уверена, что готова расстаться. Расскажу вам о них. И вот этот красавчик, Bronze Goddess Estee Lauder, один из них. С ним вообще история долгая. Я его получила по обмену. Обменялась Bronze Goddess туалетной водой на вот эту парфюмированную. Туалетная вода очень рассольная, мне казалось, что она мне не нужна. Я получила эту, радостно брызнула на себя, мне понравилось. А когда второй и третий раз, я была в ужасе. Для меня тут какая-то жутко холодная ваниль. Просто невыносимо. Это, знаете, как скрежет по стеклу. Вот такая она прям до дрожи для меня всегда была. Я вообще не понимала, как это можно носить. Не знаю, почему я не продавала, просто было лень. Я уже рассказывала, что я ленюсь продавать ароматы, и поэтому вот он у меня долгое время стоял. Я периодически к нему подходила, вообще без особой надежды. И вот в этот раз, когда я опять собралась разбирать свой парфюмерный гардероб, я уже с полной уверенностью, что я этот аромат отдам, брызнула на себя. И произошло какое-то чудо. Я не слышу этой ужасно холодной, взрывающей мозг, свербящей ванили. Я слышу тиаре, да, сладкий цветок, да, ванильный, но вот эта вот ее холодность этой ванили, она ровно такого уровня, чтобы этот аромат можно было носить летом. И сейчас он такой невесомый, белоцветочной ванильной дымкой. Открывается очень красивый аромат. Я не знаю, как это произошло. В общем, он, естественно, остается со мной. Я его сейчас ношу. Вот так удивительно. У нас уже жара, и он просто легкой дымкой. Он вообще не свербит, он не громкий, он не приторный, он сладкий, да, но какая-то сладость, которую можно носить в жару. Вот так вот. Так, еще один аромат, насчет которого у меня есть сомнения, это Cosmogonia Sunlight. Это очень необычная роза. Она с мандарином, немножечко тут перца есть в верхних нотах. Это очень необычный аромат. И, ой, смотрите, как он классно делает. И я его не ношу. Вот в чем проблема, я его не ношу. Но он ни на что не похож. Это самая необычная роза, да, с цитрусами, которую я встречала, потому что и цитрус тут такой сладкий, громкий, и роза вполне ощутима. Вот поэтому я не знаю, я сомневаюсь. Флакон очень красивый, очень красивый. Так, давайте дальше. Вот еще один аромат. Это Роберто Кавали, так и называется сам аромат Роберто Кавали, как и бренд. И этот аромат я купила зимой. Я его купила зимой и начала его носить, но мне тут очень мешал. И какой-то вот такой нотой этот аромат открывался на мне парикмахерской. Ну, сами понимаете, советской такой парикмахерской, которая, такое звучание делает. Не особо, так сказать, элегантные. И я его как-то оставила. Но вот, опять же, тут нанесла на себя его в жару. И он так красиво открылся сладким флёр-де-оранжем, даже с какими-то нотками нероли, но опять же сладкими нотками нероли. И я поняла, что этот аромат хорошо открывается на горячей коже, как, кстати, скорее всего и Bronze Goddess. Потому что вот сейчас, понятное дело, из-за жары кожа такая нагретая, и поэтому ароматы звучат по-другому. И вот этот аромат открывается на горячей коже, но, понимаете, если вот этот вот, он
подошел на жару, его можно носить на разогретой коже и в жару, то вот этот, он в жару, он поддушивает. И я не знаю, сегодня мужу дала потестить, он говорит, вкусный очень аромат, прям так и сказал. Повторяю его слова. Не отдавай. В общем, не знаю. Напишите. Вот относительно Bronze Goddess у меня нет сомнений, а вот эти два прям вызывают сомнения. Как думаете, отдавать или нет? Что носить их буду, я не уверена, но ароматы красивые. Так, давайте дальше. Теперь перейдем вот еще. Давайте уже к тому, что я точно собираюсь отдать. Это аромат от Replay, он так и называется Replay. Это очень вкусные такие карамельки, фруктово-ягодные, сладкие. Очень просто, по-моему, тут еще есть пачули. Совершенно ничего нет в нем отталкивающего. Милый аромат, но я его не ношу просто потому, что рука тянется к другим более интересным ароматам. Но такое вот на повседневную для любителей сладких ягодных ароматов отлично. Я их отдаю родственникам. Их Денис увозит в Питер. Аромат, с которым я тоже решила расстаться. Опять же, он долго у меня стоял. Ничего плохого про него сказать вообще не могу. Это цитрусы сладковатые. Мне кажется, в базе опять же есть пачули вроде, но он такой игристый, искристый. Мне даже он чем-то пересекся с Мадемуазель Коко от Шанель. Но у меня есть Мадемуазель Коко, и рука уж скорее потянется к нему. Да? У меня там такое соперничество за мое внимание в парфюмерном шкафу, что просто вот эти ароматы, они не выдерживают этого соперничества. Поэтому этот хороший аромат, бюджетный, он недорого стоит. Кабошин Голд, он уходит у меня к родственникам. Там, Денис говорит, много родственников в гости приезжает из разных городов. Поэтому кто-то заберет этот аромат. Так, вот, два аромата от Enfes. Я когда разбирала свой парфюмерный шкаф, я обнаружила, что у меня есть целая подборка бакарийных ароматов. Какие-то просто, да, в стиле, в духе, какие-то вот, как Enfes, это номерная парфюмерия, какие-то копируют, да, вот этот вот третий, он копирует Baccarat Rouge 540, и просто зачем мне столько? Ну зачем? И похожих, и сама Baccarat у меня есть, которой я очень-очень редко пользуюсь. В общем, кому-то он уходит. Это аромат, похожий на Narcosis Vertus. Его носил мой муж, но говорит, что он от него устал. Это такие сиропные фрукты. Тут есть нота конопли, очень, очень ощутимая. Ему нравился, он его носил, а потом вдруг сказал, что вот уже устал от этого аромата, и у него там сейчас много других. А он не любит такое. Он бы не пережил коллекцию в 200 ароматов. Поэтому он сказал, отдаем. Сара Джессика Паркер, Нью-Йорк Сити. И это туалетная вода. Так, сфокусируйся, куда ты ушел? Нет, это даже парфюмерная вода. И это клубника. Это клубника такая немножко для меня свежеогуречная. Муж его потестил, я с ним советовалась. Думаю, вдруг он скажет что-то не отдавай, как, например, вот этот аромат. Вот, он сказал, что ему не слышится никаких тут огурцов свежих. Ну, вот так вот, а мне слышится. Для меня как-то это слишком просто. Слишком неинтересно, и рука потянется к чему-то другому. Этот аромат просто стоит. Сейчас посмотрим, сколько здесь осталось. Ну, не знаю даже, мне кажется, это не я. Мне кажется, он выпариваться начал. Я им практически не пользовалась, очень редко. Именно потому, что всегда находится что-то поинтереснее. Но флакон, конечно, смотрите, везде брендирование. Есть сам флакон симпатичный. Вообще у Сары Джессики Паркер парфюмерия хорошая. Но просто я знаю, что он будет долго стоять. Пусть кого-нибудь там порадует.
возможно. Так, это аромат называется Police. Вот от него коробочка Queen. Queen, вот видите, здесь название. Это ананас, пачули, аромат сладкий. Ананасы тут как будто консервированный. Аромат классный, опять же говорю. Но отдаю только потому, что он стоит, стоит, стоит. И мне кажется, будет стоять дальше. И флакон непрозрачный. Возможно, он начнет выпариваться, занимать место на полке, опять же, да. А я, честно говоря, там себе уже подзаказала новых ароматов. Поэтому решила, что, ну, пусть он кого-нибудь порадует и освободит место. Но плохого ничего сказать об аромате не могу. Да? Я им пользовалась, у меня не было никогда к нему какого-то отторжения, какое-то неприятие. Просто есть поинтереснее варианты. А этот, вот я им, наверное, ну не знаю, года 2, наверное, вот прям не пользовалась так, чтобы ходить в этом аромате целый день. Только сравнивала с какими-то другими ароматами. Так просто с крышечки нюхала. Ну, в общем, и если бы это был, допустим, какой-то люксовый, шедевральный аромат, такой, который должен быть в коллекции, у меня есть такие ароматы, как, допустим, Pleasure от Estee Lauder, я бы его не отдала. Но он не относится к этой категории, поэтому не вижу смысла его хранить. Это аромат, который должны использовать и радоваться ему. Вот, поэтому он уезжает к новой владелице. Так, еще один аромат от номерной парфюмерии. Не ношу его, потому что это просто не мой аромат. Это аромат, похожий на Кассиопею Тициано Теренце, и у меня был в оригинале Тициано Теренце. Я его вернула владелице. Дело в том, что Ульяшка переехала, и аромат остался в Питере. И он где-то полтора года жил у меня. Я им не пользовалась практически. Вот из крышечки понюхаю, но на себя наносила, наверное, раза 2, и мне было слишком в нем... Слишком он меня подавлял. Он очень громкий, он сладкий. Ты заходишь в помещение, неважно, трехкомнатная квартира, я не знаю, четырехкомнатная, двухэтажный дом. Этот аромат везде, 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 везде. Уж не говоря о том, когда ты в маленьком помещении находишься и душишь себя и окружающих. Я наносила и 1 пшик, и 2. В общем, не от дозировки зависит. И вот этот его аналог, он точно такой же. И, кстати, аромат не испортился. Мне про этот бренд кто-то писал, что ароматы портятся. Ничего с ним не случилось. Он уже у меня года 2. С ним все в порядке. Вот буквально перед тем, как отдавать, я брызнула, да, чтобы знать, что я отдаю. Все с ароматом хорошо. Но совершенно не моя история. Абсолютно. Так. Вот еще осталось 2 аромата, которые, опять же, я не знаю. Вот этот аромат мне очень нравится. Это такая кремовая, миндальная пудра, или еще здесь есть какой-то косметический аспект крема с таким же ароматом. Ну, то есть что-то косметическое. Очень приятный аромат, очень. Но я его давно не носила. И он просто настолько универсальный, наверное, настолько простой. Не знаю, не могу решиться. Он еще не такое долгое время у меня стоит, чтобы точно понять, что никогда у меня с ним не случится такого серьезного коннекта. Но не могу решить, просто стоит и стоит. И вот мне всегда такие ароматы жалко, когда хорошие ароматы, приятные, простаивают, а могли бы кем-то использоваться на каждый день. Это такой вариант на каждый день. Пока думаю. Пока думаю, видите, без коробочки. Все, что я уже в коробочке, да, все уже точно отдается. Ой, а вот это тоже интересная история. Я тоже думала, что его уже отдам. Но я им буквально недавно стала пользоваться. Он очень красиво открывается в жарком, влажном морском климате.
И, наверное, на горячей коже, да, потому что, опять же, вот в жару нам не открылся именно хорошо именно в жару. Я думаю, что дело в климате. Да, очень красивое дерево, немножечко здесь есть какой-то дымности, фрукты, но не какая-то фруктовая свежесть, а фрукты скорее больше сухофрукты. И тут, смотрите, не отдавала этот аромат, да, хотя, в принципе, можно было уже, он так долго стоял. Мне очень нравится этот флакон, очень. Из-за флакона он пережил мою немилость, и, наконец-то, у нас с ним случился коннект. Вот, друзья, вот такие у меня получились ароматы, которые уезжают искать лучшей жизни. Про эти мы не уверены. Напишите в комментариях, интересно ваше мнение. Вот вы вот ароматы типа вот таких вот отдаете, продаете. Ну, продавать я не хочу. Не хочу я это. Просто мне кажется, что вот когда человек начинает, он как-то в эту в тему уже входит, продает как по накатанной, а мне надо на это потратить время, найти площадку, на которой это продавать. Если что, я нахожусь сейчас в Испании, это надо договариваться, как-то пересылать, узнавать. То есть мне надо очень много времени потратить, чтобы организовать вот эти вот продажи. И делать это из-за одного-двух ароматов просто нецелесообразно. Я за это время успею сделать что-нибудь более полезное для себя. Вот. Но напишите свое мнение, как вы думаете, отдавать эти ароматы? Вот у меня сомнения. Все, это оставляю. Это просто была забавная история о том, как ненавидишь аромат, а потом вдруг раз, и вдруг все понял, и он тебе уже нужен. Скорее вот насчет вот этих вот. Это тоже забавная история. А вот эти вот 3 под сомнением. Не знаю. Не знаю, что с ними, куда, ведь даже поставить в кадре их не могу. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Желаю вам отличного настроения. Разбирайте свои парфюмерные шкафы, освобождайте место для нового, как в парфюмерных шкафах, так и вообще в жизни. Желаю вам только всего самого лучшего, доброго, светлого. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.